Всем привет! Сегодня к нам на обзор попали вот такие вот часы MRG G-Shock от неизвестного производителя. Вот. Почему неизвестного? Потому что это потрудились товарищи китайцы сделать копию на часы серию G-Shock MRG. Вот. Неплохая серия, вот, но как-то старались не очень сильно, хотя все циферблаты работают. Не так, конечно, как в оригинале, но тем не менее работают. Ну, давайте разберемся, что же это за часы. Ну, во-первых, первый казус, который мы видим, это номер модели. Как вы видите, немного это не тот номер. Сейчас вы увидите, какие на самом деле это. Ну, совсем не похоже. Не правда ли? Вот. Но, тем не менее, не знаю, чем руководствовались товарищи, которые подделывают, но, тем не менее, сделали они какую-то херню. Вот. Давайте пройдемся дальше по корпусам. В общем-то, неплохой корпус. Но, если взглянуть поподробнее, мы видим вот такую вот клавишу слева. Эта клавиша абсолютно никак не нажимается и является просто частью корпуса. Вот. Я таких приколов, если честно, не понимаю, но вот он есть. То есть тут, конечно, уже никакой речи о том, что это можно перепутать с оригиналом, не идет. Просто рассматриваю данные часики. Кстати, по цене они стоят около 17-20 долларов. Ну, в зависимости, где вы их будете брать. Ну, и за что их выдают в том месте, где вы их будете покупать. По браслету. Браслет, ну, в общем-то, ничего плохого сказать не могу. Стандартный браслет, его можно укоротить. Он такой весь глянцевый, блестящий. Застежка идет вот с такой гордой надписью G-Shock, двойной блокировки. Ну, застежки тоже, кстати, вопросов нет. Вот обычная недорогая застежка из нержавейки. Такая самая простая, она на многие часы ставится. Тут уже вот эта вот надпись, она не влияет. Там хоть вам Tissot напишут, хоть G-Shock, это уже суть дела не меняет. Ну, давайте разберемся по механизму. Вот видите, здесь такая вот заглушечка стоит для того, чтобы батарейка не садилась. Хотя здесь она не должна садиться, потому что не запущен секундомер. И идет у нас только маленькая секундная стрелка на 6 часов внизу. Вот. Если мы хотим запустить секундомер, делается это просто. Правая верхняя клавиша, нажимаем. Секундомер пошел, секундомер можно остановить, секундомер можно нижней клавишей сбросить на 0. Кстати, если есть желание, чтобы вот эта стрелочка секундная останавливалась в другом месте, просто отщелкиваем заводную головочку и перемещаем там вот, например, на 5 минут. Защелкиваем, запускаем, останавливаем, сбрасываем. Ну, все просто. Стандартные механизмы, все просто. Сверху у нас, получается, отображаются минуты. Ага. Сейчас давайте как раз проверим, что там отображается. Вот если мы сделаем один отщелк заводной головки, у нас будет изменяться дата. Если 2, то мы переводим стандартное время. И больше никакие клавиши не передвигаются. Так. Здесь мы передвигаем секундную стрелку. Вот. А верхний циферблат для меня пока остается загадкой. Вот. По идее это, конечно, идут минуты. Но с другой стороны, вот слева это тоже минуты на 9 часов. Давайте запустим. Отложим в сторону и посмотрим, что у нас поменяется, пока мы рассмотрим такие же часы с белым циферблатом. Причем, видите, здесь стрелочка, которая на 12 часов, стоит в другом положении. И опять же, какие функции она выполняет, не совсем ясно. То есть у нас здесь идет внизу секундная стрелка. Слева минутная стрелка, которая замеряет, то есть секундная стрелка у нас идет постоянно. Это стандартные секунды, которые привязаны к часам. Слева это минутная стрелка, которая идет в паре с секундной стрелкой секундомера. То есть большой секундной стрелкой. В общем, все понятно. Это секундная стрелка и сверху тоже секундная стрелка. Единственный прикол, она при сбросе секунд
идет в обратную сторону. Ну, в общем, вся фишка. В общем, с функциями мы разобрались. Здесь есть секундомер, дата, время, часы, минуты, секунды. По кнопкам кнопки нажимаются очень туго. Вот, и без никакого вот практически нет. Вот она буквально чуть-чуть нажимается и идет срабатывание. То есть тактильного, скажем так, ощущения о том, что клавишу вы нажали, практически нет. И надо только смотреть на циферблат. Ну, по качеству корпуса тут, в общем-то, все стандартно. Ну, я бы сказал, как для 10-баксовых часов тут идет качество корпуса. Единственное, чуть-чуть получше идет внутренний механизм. Вот. Для того, чтобы комментаторы не писали, что это чувак, ты подсунул нам оригинальный Casio. Ну, сейчас мы разберем, посмотрим, что же за механизм у них стоит. Вот, возможно, опять же, тот же Epson, потому что механизм недорогой и суют его куда только не можно. Итак, крышечку я открыл. Кстати, здесь она просто захлопывается. Ну, давайте глянем еще на обратную крышку. Здесь вообще какая-то белиберда. Casio 5255. А93, Japan Moft, в общем, весь набор слов, которые китайцы знали, они здесь написали. Вот, открываем, ну, кстати, резиночка есть, то есть какая-то водозащита есть. Механизм здесь, сейчас будет вам видно или нет, модель TE78. Что это за механизм? А хрен его знает, потому что в интернете о нем никакой информации нет. Но, тем не менее, он работает. Ну, самое интересное, это если вы посмотрите, для вот этой кнопочки, которая не нажимается, есть отверстие. То есть, теоретически, в какой-то модели, возможно, она и нажимается. Вот видите, там отверстие внутри есть. Хотя клавиша просто намертво запаяна с корпусом. Вот. Ну, как видите, тут уже при открытии видно, что там корпус не супер-пупер. Вот здесь обработан. В общем, такие часики. Кому очень хочется модель часов с надписью MRG, может присмотреться к данной серии часов. Хотя, на мой взгляд, вот не сильно она заслуживает внимания. Как по функционалу, вот если просто часы брать, это неплохие часы. То есть есть секундомер, это как бы неплохо. Причем он аналоговый. То есть дизайн, в общем-то, неплохой. Если не привязываться к тому, что это Casio, кстати, где-то написано, что это Casio. Да, сзади написано, что это Casio. Вот. Сверху как бы только G-шек и никаких упоминаний. Опять же есть надпись Casio, MRG Casio. Да, вот. Если здесь указать какой-то китайский бренд, мне кажется, это бы смотрелось намного лучше. Даже если бы это был Skmei. Вот. Хотя у Skmei качество чуть-чуть повыше будет. Тем не менее, вот. Если такие часы увидите, там за недорого, за 15 баксов брать можно, ну, ожидать от них каких-то откровений не стоит. Если кому-то был обзор полезен, ставим лайки, подписываемся на канал.